Привет, мои глубоко уважаемые, глубоко любимые, сладкие нежные котики, нежнятинки. Девочки, у нас сегодня такая тема, связанная с возрастом. И эту тему нам предложила Людмила. И это будет тема интересна всем, кто не принимает свой возраст. А не принимать свой возраст мы уже начинаем практически с того момента, когда мы вырастаем, получаем паспорт, например, 18 лет, да. Иногда мы считаем, что в 25 уже жизнь уже практически кончена, когда нам 18. Потом мы не принимаем, когда нам 30 становится, да, тяжело. Потом, когда 35, а когда там еще рожал, не рожал, разводился, не разводился, когда еще одна, к примеру, нету семьи, смотришь на других, ничего не видишь, да, 40, 45, 50, 55, ну, короче, во все времена мы очень часто сами себя не принимаем, и это будет связано с нашим возрастом. Правда, девочки? Смотрим на себя в зеркало и понимаем, ой, морщинка появилась, ой, сединка, ой, тут ляхи разрослись, тут еще что-то, тут еще что-то. И на самом деле это настолько в глаза бросается, да, когда женщина себя принимает или не принимает. Это молодящиеся такие вот есть. Я не говорю, когда мы просто носим молодежную одежду. Это совсем, в принципе, не сюда, да. А именно то, что она себе подчеркивает. Например, дряблые сиси, да. И она вот хочет, у нее там что-то горит. А женщина уже это не понимает. И люди некоторые, знаете, я вот даже видела, как мужики некоторые это вот, типа, обратите внимание на руки и на шею, да, вот, то есть выдает возраст или не выдает. Поэтому принимать себя с возрастом и не чувствовать, что это конец, девочки, мы будем сейчас разбирать. У нас будет два здесь варианта, то есть принимаю или не принимаю, как себя принять, да. Путь жесткий и путь легкий. Давайте посмотрим. И перед вами, мои дорогие, новое Таро, очень красивое. Это тоже мне подарочек приехал такой. Это Таро Malefic Time. Или, ну да, Malefic Time от Ройо, Рамула и Луиса. Так, в общем, вот это вот Таро, оно такое интересное. Оно создано на основе, кстати, таких вот картинок сюжетных, которые выпускают они там для всяких обложек книг и все остального. В 2017 году оно появилось, да, это уже вторая колода карт от этих авторов. И в чем тут прикол, да, почему оно подходит именно для Таро? Потому что тут есть деление на небесные ангелы, да, и падшие ангелы, и очень близко к черной теме. И вот мы сейчас посмотрим. Небесные, падшие девочки, ангелы мы. Как себя принимать? Как принимать свои возрастные изменения? И мы сейчас посмотрим, что у вас там в головке делается, да, принимаете вы себя или нет. Первый вариант и второй вариант. Два варианта. Принимаете или нет. Мы сейчас гадаем не именно на 4 дам, 4 стихии. Мы сейчас гадаем на конкретный вопрос. Как принять себя с возрастом? Некоторые принимают легко, да, и довольно-таки адекватно той системе строения общества, в которой живут, а некоторые неадекватно. И вы по-любому, когда обращаете внимание там на женщин, я все равно, это вот или близких подруг, или женщин возрастных, вы эту разницу видите, что себя кто-то принимает, а кто-то нет, да, и это животрепещущая тема. Вам просто вот из этого расклада надо будет выцепить для себя вот эту основную такую, ну не то что мысль, да, а то, что будет вас лечить. Таро лечит, Таро направляет. И мы сейчас с вами тут лечимся, котики мои. Об этом вам не расскажут некоторые каналы, там, где, знаете, я такое видела, девочки, это. Тут у меня в комментариях какие-то злобные комментарии кто-то писал. Я думаю, ну-ка зайду, посмотрю, да. И там вот просто вот очень много неадекватов. Или себя показать. Я, например, себя не показываю и много причин какие, да, но из того, что я с вами работаю, да, зачем мне себя показывать, когда мне хочется показать вас на Таро, да, перевернуть рубашку, а не раздеться перед вами там или там самолюбованием заниматься в ваших глазах. Ну что, поехали. Как принять себя с возрастом, девочки? Первый вариант и второй. Кто какой выбирает? Ну что, поехали?
Посмотрим, как принять себя с возрастом. Первый вариант, девочки. И посмотрите, кто вам выпал. Кубковый валет. Паш, девочки, выпал. Вы реально, вы раскачиваетесь. Вы себя то принимаете, то не принимаете. Вообще, по факту, карта любовная, это говорит о том, что вы любите себя. Вы реально себя любите, вы себя цените, вы знаете свои плюсы, минусы. Этих плюсов вы видите больше. Это положительное отношение к себе. Но вот вы в душе всегда молодая. Сколько бы вам ни было лет, 18, 20, там, 30, 40, какой бы вам десяток ни шел, не позволяйте ни одному человеку в мире, да, отзываться о вас как о старой душе, о какой-то бабке, там, или это все будет неправда, потому что вы вечно молодая, да. И смотрите, сигнификатор вашего расклада выпал Паж кубков. Вы сегодня Паж кубков, завтра Паж кубков, послезавтра Валет кубков. Да? В чем это будет проявляться? То, что вас, в принципе, будет носить по этому поводу, да, вы каждый свой вот годик или какую-нибудь круглую дату, да, когда вы будете, вот именно в тот момент, когда вы будете озираться на общество вокруг вас, и вдруг вам будет приходить такая мысля, что вы стали хуже, что с возрастом вы там постарели, подряхлели или еще что-то, да, ваш внутренний ребенок, он будет обижаться. Понимаете? И будет обижаться на то, что люди вас типа там не принимают, да. Вы в этом плане очень эмоциональный человек. Так что это будет продолжаться. Это будет продолжаться все ваше, все ваше время, всю вашу жизнь вот это. Так что нифига вы не изменитесь. Сказать, что это плохо, девочки, смотрите, у вас все время молодая душа. Вы стареть будете не так-то быстро, как вам кажется, да? Если вы будете видеть одну седую волосинку, либо какую-то морщинку, с вашими глазами это не будет иметь ничего общего, потому что у вас постоянно детское выражение лица. И когда вы хмуритесь, или вы, когда вы грустны, да, вы такие брови свои на нас сдвинули, там похмурнели, и вот эта вот хмурость, некоторые люди могут считывать с вас как проявление какие-то возрастные. Но на самом деле, когда вы улыбаетесь и когда вы счастливы, да, у вас реально разглаживаются все морщинки, и вам дают минус 10 лет, то точно. Вот эти 10 лет вы прибавляете себе, знаете, чем? Вот именно хмуростью своего лица, когда вы насупитесь, когда вы чем-то недовольны и все остальное. И вот люди дают вам плюс 10. Как только вы улыбаетесь, у вас все хорошо, люди дают вам минус 10. А вообще, по факту, вот этот Knave of Cups, этот валет кубков у вас все равно пролетит в течение всей вашей жизни. Вы все время будете в таком вот состоянии, когда вы будете обижаться, когда вам кто-то будет говорить про ваш возраст. Понимаете? И вы будете обижаться, смотря на себя в зеркало, когда вы хмурые, когда вас словил какой-то абьюзер, когда с вас выпили соки какие-то, да? И вы тогда задумываетесь, что я какая-то старая, я постарела. Выкидывайте, девочки, выкидывайте со своей жизни своих абьюзивных подруг, которые говорят, что-то ты сегодня плохо выглядишь, или все время смотрят, как вы одеваетесь, чтобы для себя что-то подчеркнуть, да, чтобы скопировать вас. Убирайте их нахрен. Вам такие подруги нафиг не нужны. Когда мужик с вас выпивает энергетику, вы тоже будете вот все время чувствовать себя в состоянии том, что вы подряхлели, постарели и все остальное. Когда вы работаете на нелюбимой работе, вам тоже будет кажется, что вы вот бесперспективно стареете и что, ну, года бегут, а я чего добилась, не добилась. Уходите вот от этого социума, который сильно вас прибивает, потому что вы ребенок в душе, и это будет все время. Да? Вам и в 50, и в 60, и в 70, и вы будете все время ребеночек такой, да? А когда ребеночек улыбается,
Понимаете, вы будете выглядеть как ребенок, как молодая девушка, цветущая, да. Как только вы хмуреете, как только с вас пьют соки, вы ну, короче, чувствуете себя несчастливы, да, вот в тот момент вы смотрите в зеркало на какую-то такую старуху. На самом деле все это очень связано с эмоциями и с реальностью, в принципе, не имеет никакого... Ну да, там где-то с возрастом мы становимся, знаете, такими более, ну не знаю, коллагена не хватает, да, коэнзима Q10, что там у нас не хватает. Пейте витаминки А, Е, коэнзим Q10, хрящи какие-нибудь. Вот кто любит ливера, девочки, очень молодо будет выглядеть всю свою жизнь. Ливера, хрящи, кожи и все такое. Поменьше мяса, побольше вот этого ну не жирненького, а этого хрящевого такого, кожа, да. Вот когда вы будете кушать, вы будете выглядеть молодо. Кстати, меня вот это вот тоже с вами тема касается, да. Как только я хмурая, девочки, да, мне можно дать много лет. А когда я улыбаюсь, то ко мне начинают и малолетки даже подкатывать. Вот такой наш с вами паж кубковый, котики мои. Давайте еще посмотрим. Как принять себя с возрастными изменениями, вам просто надо улыбаться. Улыбаться и быть счастливой. Чем меньше груза вы несете, тем меньше вас покусывают вот эти вот какие-то собаки злые, которые находятся возле вас, да, тем моложе вы себя понимаете и воспринимаете, и оно так и есть. И вы счастливы, когда вы есть сама по себе, понимаете? Вы есть самое «я». Вот когда вы самое «я», вы как раз-таки кубковый вот этот паж, вы кубковый ребенок, да, и никто не будет замечать возраста вашего, никто, ни один человек не будет замечать, когда вы счастливы. Когда вы несчастливы, да, вам еще и, знаете, будут поклевывать вот этими социальными, ну тебе же уже 50, или ну тебе же уже 60 и все остальное. Вот, кстати, можно заметить именно у бизнес-леди, девочки. Я так думаю, что, знаете, если отбросить вот эти просто эмоции наши по жизни, да, то я вам скажу, что вы сами по себе такие сильные личности для развития даже какого-то бизнеса, да. А когда вот женщина с таким вот типом психики, как у вас, вот этот паж кубковый, она добивается того, что она ни от кого не зависит, она сама зарабатывает себе денежки спокойненько, да, то, они очень хорошо и красиво выглядят. Вы заметили, вот женщины, бизнес-вумен в возрасте, да, они там себе позволяют всяких этих, каких там, Прохоров Шаляпиных, ну, еще вокруг них много людей, они смеются и все остальное, чувствуется вот эта вот молодость. И никогда не скажешь, что вот как она себя ведет как посмешище. Нет, не скажешь. Вот такие дела. А еще давайте посмотрим, как принять себя с возрастом. Вот, вот эта вот девятка костей, да, девятка, я вам скажу, чем богаче вы живете, тем лучше вы себя чувствуете. Вам реально надо вот не то, что больше вкалывать, нет, вам надо заниматься любимым делом, убрать со своего окружения всякую гадость, которая вам гадости говорит, да, и все, будете жить счастливо и хорошо. И тут даже возраст свой не надо никакой принимать. Восьмерка пентаклей. И знаете, я вам скажу, что у вас еще по амулетам, по талисманам очень хорошо, если вы будете знать какой-то заговор наизусть, либо молитву наизусть. Вот именно когда у вас будет наступать такой момент, когда вы себя типа не принимаете, вам кажется, что вы старше выглядите, да, читайте какую-нибудь молитву, какой-то заговор для красоты, любой, который вы найдете, но наизусть. Это дело в том, что вам здесь карты предлагают защищаться с помощью заговоров, да, от такого вот воздействия на вас. Это вас пробивают, вот по-другому не скажешь. Пробивают в плане того, чтобы угнетать вашу нервную систему, чтобы вы думали про себя плохо. Думаете про себя плохо и типа думаете, что старше выглядите, а кто-то как раз веселый ходит, подпитавшись вашей энергетикой. Кубковых едят, дорогие мои, больше, чем кого-то, да. Крестовым легко очень. Их поели, а они взяли потом лопату и как стукнули по спине этого вампира. А кубковые, они чаще доноры, да, и они получают кайф от того, что они делятся с этим миром чем-то хорошим, да, а потом начинают с вас уже там тянуть еще больше. И вот тогда
Вы с хорошего состояния приходите в плохое, мои дорогие. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант. Давайте посмотрим, как принять себя с возрастом, мои дорогие котики. Как принять себя с возрастом, и вам выпал вашим сигнификатором король костей, девочки. Но тут я вам скажу, тут придется... Ну, недолго с вами работать, а смотрите, знаете, что у вас получается, девочки, да? Вы с возрастом ожесточаетесь по отношению к миру. Вы выстраиваете от других людей какой-то определенный забор. Этим людям я доверяю, и я с ними дружу. А этот человек, да, вы как-то очень, ну, где-то вот плохо поступил какой-то человек, то по отношению к вам, да, и вы перестаете его допускать к себе, да, а скажется, зачем? Ну и в общем вы как-то, знаете, костенеете. Вот тут еще и король кости выпал, да, и вы костенеете. И принимать себя, тут даже не сколько вы себя принимаете или не принимаете с возрастом. У вас меняется отношение к этому миру с возрастом. С одной стороны, можно сказать, это опыт, но вы такой вот перфекционист, который хочет жить согласно своему опыту. И никаких безалаберных каких-то действий, да, поступков вы не делаете с возрастом. И из-за этого получается иногда такое ощущение и у вас, да, и у других людей по отношению к вам, что вы очень такая серьезная мадам, очень тяжеловесная, да, грузная душевно. Другие люди начинают вот и думать о вас также, и вы также. И получается, где-то вас начинает даже это напрягать. Но из-за того, что ты очень сильно принципиальная, перфекционистка, проходишь, вот набираешься какого-то опыта, и ты этот опыт весь тянешь в своих чемоданах, да? А для того, чтобы почувствовать легкость, надо просто найти, например, мужчину, да, или еще кого-то, кому взгрузить эти чемоданы, которые будет, ну, короче, найти ишака, коня красивого там или еще что-то, который будет этот весь опыт тянуть за тебя. То есть тебе надо делегировать полномочия. Это касается, знаешь, очень часто в работе, в бизнесе, да, мы делегируем какие-то дела, сваливаем на таких людей, которые в состоянии это сделать. Например, надо сделать годовой отчет, да, и подписать. Директор подписывает, а кто его делает? Его, например, делает главный бухгалтер, да, то есть директор, управляющий завода, он делегирует вот эти полномочия, а не сам это все тянет, да, он сам все состояние сделать это сам, да, но он делегирует то, что ему мешает развиваться, развивать свое предприятие, иметь тот же отдых. Ты на себя очень много всего взвалила, и тянешь это. Ты тянешь, тянешь, тянешь. Ты, может, тянешь детей, которые уже выросли. Ты платишь за них, может быть, кредиты. Вот, кстати, знаю одну очень хорошую женщину, добрую, да, и, короче, на нее реально насели, ее две дочки. Дочкам уже, извините меня, да, больше 30 лет. Двое девочки этой замужем. Но это надо построить квартиру, она берет на себя ипотеку, да, и выплачивает эту ипотеку, а доченьки с мужьями, с зятьками живут в этих квартирах, понимаете? И должным образом к этому всему относится. А она начала выглядеть хуже, понимаете? А сама вот от природы очень такая вот симпатичная, красивая женщина с правильными чертами лица. Ну, такая вот, знаете, порода видна у нее. И, знаете, все, она грузная, потому что она это все тянет. Спрашивается, нахрена ты вот это все берешь? Переделегируй полномочия, переделегируй вот эти дела, которые ты тянешь. Если ты платишь за детей за детей платишь кредиты. Если ты тянешь кого-то, кто в принципе может и сам жить,
тех же мужей, девочки. Ну, ну согласитесь, да? Мы иногда тянем все, а мужики у нас типа совхозы, да? Гвоздь прибить или еще что-то. Так извините меня, можно нанять в услугах мастера, он придет и тебе там за определенное количество денег сделает тебе, и гвоздь прибьет, и еще что-то сделает, да? А почему вы вот эту вот способность мужика прибить или не прибить гвоздь тянете годами, когда там, типа, знаете, даже вот пожрать дороже стоит на самом деле? Тебе надо делегировать. Сбрасывай на своего... Вот у тебя есть твое окружение вокруг себя. Ты хочешь чувствовать себя молодо, да? Ты хочешь чувствовать себя легче, да? Ты хочешь заняться, в конце концов, собой, накрутить кудри, накрасить губы, да, и выглядеть женственно, как ты видишь других женщин, которые уходят по улице. Просто взяла и расписала все обязанности, которые несешь ты, и переделегировала их своему окружению. Дотя пусть делает это, сыночек пусть делает это, муж пусть делает это, родители пусть делают это. Понимаешь? Да, если ты кого-то тянешь, содержишь, да, там кого-то, ну, кого угодно, да, так, ёшкин кот, отдай им 50% своей работы, за которую они могут делать ручками своими, да, или еще что-то. Тебе надо делегировать полномочия, потому что ты очень много груза своего опыта, своих задач, своей ответственности тянешь на себе. И ты посмотри, ты не выпала королевой кости, да? Ты выпала уже просто королем, да? Ты выпала с очень большими мужскими, как говорится, обязанностями. Понимаешь? Нафиг тебе это большие мужские обязанности, в которые ты приглялась. Ты что-то делаешь не свое, и этого, если честно, дофига чего ты делаешь не своего. А давай еще глянем. Как принять себя с возрастом? Луна выпала. Тебе очень много надо реализовываться именно в искусствах и художествах, да. Что-то у тебя такое есть. Но, девочки, это по-разному может проявляться, да. Возможно, я что-то не скажу. Возможно, ты музыкант, либо ты певица, ты, ну, какие-то таланты и искусство в тебе есть. И ты, вот смотри, куда карты тебя тянут. Ты сейчас несешь чемоданы бытовой ответственности, да, раздала их своему окружению, у тебя высвобождается очень много времени для Луны. 18-го ты по карме своей, да, не успеваешь реализовывать свою карму из-за того, что ты повесила на себя кучу обязательств. Обои переклеить в съемной квартире, там, родителям помочь, еще что-то. Так если ты кому-то помогаешь, пусть они помогают тебе. Ты просто не думай, что ты лучше всех все сделаешь в этой жизни, да. Ты им давай. Тебе не хватает продуктов, надо, чтобы кто-то ходил в магазин, да? Запряги кого-то все время ходить в магазин вместо себя. Пусть твоим автомобилем занимается твой муж. Если он ничего не понимает, это всучила, вменила ему эти обязанности, да? Раскидай все обязанности, будешь вот этим королем. Понимаешь? Все время вот этим тестостерон, борода скоро вырастет, девочки. А, и смотри, 18-й старший аркан Луны, он говорит, что тебе надо заниматься искусствами, да? И это искусство может как раз-таки обозначать и тебя саму. Ты за внешним видом своим кажется, что ты вроде бы нормально следишь, да? Но тебе надо быть просто, понимаешь, звездой. Тебе надо быть в образе луной, да? Тебе надо быть такой, чтобы люди на улице думали, что мимо них проходит какая-то очень известная личность, амбициозная, импозантная, крутая, известная, знаменитая, да. И вот ты в джинсиках своих, да, и в джинсовой, например, курточке, которая не по моде, а которая 10 лет назад это не замечала, да, вот этого кроссовочки. А ты изменись. Ты же прекрасно знаешь, как тебе надо пройтись по улице, чтобы тебя замечали другие люди, да. Начни с себя, чтобы к тебе так и обращались люди. И ты можешь, кстати, и денег больше заработать, да, и больше всего в жизни добиться, самореализоваться. И на тебя же твои же родственники все будут кланяться, какая ты классная и клевая. Понимаешь? Не души в себе женщину. Ты ее душишь из-за того, что ты тянешь вот этот весь
Все это непонятно что. Понимаешь, тянешь. Очень много обязанностей завалила на себя. А тут принять себя с возрастом, да, ты просто сама себя вот эти вот в рамки. Из-за того, что у тебя все руки заняты, ты не можешь кремиком лицо помазать, потому что у тебя, как говорится, пакеты в руках, там тетрадки ребенка в руках и все остальное. Делегируй. Вокруг много бездельников. Не надо все это, вот, тебе надо учиться делегировать полномочия. Вот это самое слово, главное. Как только у тебя возникает новая задача, ты не думай, как ты ее будешь сама решать. Ты подумай о том, как другие люди, как можно их использовать для того, чтобы за тебя что-то порешали. Потому что очень сильно ты сама себе луну свою закрываешь. Ты себе закрываешь проработку кармических задач. Конечно, ты себя не будешь чувствовать нормально. Как можно себя чувствовать нормально, если ты превращена в коня, понимаешь, рабочего, который должен строго нести свой воз и все остальное. Вот и потому вот это у тебя несогласие не только не с возрастом своим, у тебя несогласие именно с теми функциями, которые ты несешь, тащишь в этой жизни, да, как вол. Ты тащишь все как вол, а сама думаешь, ну я же не вол, ну я же не вол. Типа, тебе кажется, что это изменения возрастные. Нифига. У тебя вот это вот по жизни. А давай еще глянем. Как принять себя с возрастом. Что нам тут добавит? Тебе еще, знаешь, вот у тебя идет Ace of Wands, да? Туз костяной. Тут еще что-то связано с недвижимостью. У тебя как дом свой должен быть, да, свое королевство какое-то. Но тут выпадает королевство. Свой дом. Ты обязательно... Вот, и, кстати, вот от дома можешь отталкиваться, да, свой дом, свой дом. И в своем доме, короче, в своем королевстве наводишь порядки, а не сеешь и жнешь, и убираешь палаты, да, и указы подписываешь. Тебе надо именно королевскую, женскую функцию держать. Остальное все это делегировать на свое окружение, потому что они ничего не делают, а ты очень много тянешь. А ты тянешь, потому что ты вообще... Вот это твоя кармическая карта выпала, 18-й старший аркан Луны. Ты тянешь то, но ты просто, знаешь, как это говорят, не вытаскиваешь все на себе, да, потому что ты очень сильно много чего берешь. Из-за этого снижается энергетика, ты думаешь, что ты старая, ты думаешь, что ты мужик какой-то и все остальное. Не, тут надо вот именно все делегировать, правильно управлять, всех использовать, всех кроме себя, чтобы у тебя было свободное время для искусств твоих. Понимаешь? То, на что ты забила. А если ты правильно делегируешь все, то ты реализуешься в 18-м старшем аркане Луны. А реализуешься, а будут там у тебя и деньги, и счастье, и все-все-все. Все, мои дорогие, вот такой вот был расклад. Пока-пока, котики.